тотальный эксклюзив. Та самая, кто кинула Татьяну Бакальчук. Она меня кинула. Получили 13 тысяч с клиента, да? И решили их себе прикарманить. Тань, ну ты видела, что происходит? Нашелся человек. Игорь Владимирович, недавно Forbes оценила состояние Татьяны Бакальчук в 10 миллиардов долларов. А эта история Золушки покруче, чем история Ольги Бузовой, по сути. У нас родился ребенок, было желание сильное сделать что-то такое, чем могла бы заниматься. Вы понимаете, что позволило Татьяне Бакальчук, вот учительнице английского, вырасти до миллиардера долларового? Учитель английского в декрете придумывает компанию, ее кидают на $800. Она идет вперед. Это вот тот самый пример женщины, это разрушение общественного стереотипа, подчеркиваю, догматического, сдерживающего, ну, устаревшего, скажем так, просто устарел, что не женское это дело, бизнес, очень даже женское. Сколько здесь человек в твоем кабинете еще тоже сидит? Не знаю, человек 300, наверное. Она до сих пор сидит здесь, в open space, у нее нет никакого личного кабинета. Это интуитивное действие, когда, создавая компанию, создавая систему, ты как бы не встаешь по иерархии наверх, не окружаешь себя статусами, атрибутами, ну, трон, там, пипитер, там, вот какие-то вот эти дела. Ты хоть и выполняешь роль основателя такого, ну, душа, сердце, значит, компании, ты мимикрируешься, ну, или ты существуешь так же, как другие работники и сотрудники компании. В вертикальной организации, когда есть босс, и он там на большом отрыве от команды, такой стиль тоже есть. Но если посмотреть, какие компании дают наибольший рост сейчас в мире, то это именно компании, созданные по так называемому кармическому признаку. Карма, круги. То есть нет иерархии. То есть иерархия, ну, как бы есть, но она не в доминанте. У Татьяны с ее мужем это органически получилось создавать. Это и есть секрет. Я знаю, что компания Wildberries начиналась с такого большого обмана, и Татьяну даже кинули. Когда я решила нанять первого человека, который вместо меня там поедет к поставщику и оплатит за товар, вот, она меня кинула. Это какой год был? Начало 5-го, наверное. Начало 5-го. Или конец 4-го. И какая сумма, ты помнишь? $800. Как вы думаете, эта история могла повлиять на успех компании? Я об этом обязательно сейчас расскажу, но у нас есть просто тотальный эксклюзив. Вчера мне в Инстаграм написала женщина и сказала: я та самая, кто кинула Татьяну Бакальчук. Сейчас мы ей позвоним и все расспросим. Вот я возьму сейчас телефончик. Так. Здравствуйте. Так, Людмила, приветствую. Ну вот, смотрите, вот я Таню спрашивал в интервью, оно есть у меня на YouTube-канале, да, она сказала, что помнит эту историю вот так. У нее история, что ее кинули на $800, приезжал курьер, забрал $800, увез, и больше она не видела. Вот. А ваша история какая? У меня история другая, то что я тогда, мне было там, не помню, 13 или 14 лет, Так. вот, тогда мы приезжали в квартиру к Татьяне, вот. То есть у вас на квартире делишки были? Ну, тогда у нее еще не было офиса, да, тогда это все происходило в квартире, вот, и моя задача как курьера была просто взять товар, взять какие-то вещи и, соответственно, отвезти, да, там, по адресам. Ну, я получала за эту работу там 200 или 300 рублей за поездку, я уже точно не помню. На тот момент, как для школьника, для меня это были хорошие, в принципе, деньги. Вот. Но, возвращаясь с последней поездки, я подумала, ну, сейчас у меня там 13 тысяч рублей в кармане. Что я сделаю? Поеду в офис и отвезу их. То есть вы взяли шмотки с квартиры, повезли, получили 13 тысяч с клиента, да? И решили их себе прикарманить. Ну
да, было безнаказанно. То есть Да? я понимала, то, что я официально не оформлена, и с меня взятки гладкие. Ну вы готовы сейчас как-то это попробовать вину загладить, там, послать ей эти деньги через меня, я бы выступил таким Конечно. миротворцем. Конечно, да, я хочу это сделать. Да? Хорошо, то есть, ну, давайте тогда посчитаем хотя бы минимальный процент, 5% годовых, и посчитаем, значит, сколько вы получили денег тогда? 13 тысяч. Давайте, 13 тысяч. Получается, плюс 11 тысяч, значит, 24 500 с вас. Без проблем. Да, значит, да, почему вы решили сейчас вернуть? Потому что Татьяна стала известной или, может, ваша совесть замучила? Когда я собиралась открывать собственное маленькое дело, я дала денег людям на развитие сайта, на подготовку там всей платформы, они просто пропали. Вот, на тот момент это было около 50 или 60 тысяч рублей. Это карма, вы чувствуете, Людмила? Это карма. Так вот, представляете, это не первый раз такое было. И я поэтому хочу закрыть этот гештальт с Татьяной, чтобы это больше меня не преследовало. Это верно. Тань, ну ты видела, что происходит? Нашелся человек, который пропал. И если она в этот раз не обманет, деньги я тебе передам. Но у меня к тебе, Тань, вопрос. Ты простишь Людмилу? Все-таки вот этот момент Кидалова, он сбивает больше предпринимателя на старте или наоборот дает ему что-то? Давай так. Курьер взял деньги и уехал. Такое событие дало опыт человеку, как сделать так, чтобы, ну, вот этих вот косяков не случалось. Вот. А есть люди, которые называют это «меня кинули», «жизнь несправедлива», да? Я больше пытаться не буду и буду всех называть при этом дураками. Все кидают, мир плохой, Путин, значит, пенсию или что там не дает. Ну, короче, все вокруг плохие. Очень простой прием, когда ты, говоря, что этот плохой, и мир несправедлив, и вот этот меня кинул, ты как бы таким образом создаешь себе среду, что ты-то хороший. Ты-то вот просто охерительный. И в этом состоянии вот своей иллюзорной охерительности, ну, в принципе, человеку хорошо какое-то время. Поэтому хорошая новость заключается в том, что те, кто испытывает боль и пробует после этого по-другому что-то сделать, воспринимая эту боль не как кидок, как кто-то хотел его уязвить, нет, а как сигнал мироздания, что что-то теперь надо сделать по-другому, и делает следующую попытку, настраивая по-другому процесс там, с курьерами или любой в жизни, у тех открывается дорога к впусканию в свою жизнь иного. То есть, получается, препятствие – это хорошо, что ли, для бизнеса? Да. Единственное, что есть хорошо у бизнеса – это препятствие. И прав был классик, который сказал, чем хуже, тем лучше. Чем больше испытаний, тем здоровее, тем сильнее в тонусе мы настроены. Желание всегда опирается в то, что до этого что-то было не удовлетворено, что-то не получалось, какие-то ошибки были, кто-то меня кинул, обманул, и я испытывал боль, и я решил сделать по-другому. Желание проявлено именно так. А у тех, у кого все как бы было, такая атмосфера благоденствия, у них желание не проявлено. И здесь и не исключен вариант, что это кидок, вот тот, который был, он внес свою лепту в огонь желания Татьяны Бакальчук. Вы сказали, что у вас тоже были такие истории. Можете какую-то короткую рассказать, когда вас тоже кинули? Если вот Татьяна сказала про курьера, да, давай тоже тогда про курьера. На заре компании у нас был небольшой бизнес по торговле йогуртами. Рыбаков не только мороженым успел поторговать, но и йогуртами. Ну а как тогда торговали йогуртами? Покупали мы йогурты фурами, ну опт из Германии, везли Зот, там Эрман, т.д. сюда. Растамаживали, конечно, как-то там вот так вот. Да, и потом развозили мелкими партиями по рынкам. Наличка, все дела и так далее. Деньги надо было как собирать. Кто собирал? Курьеры. Вот мы даем ему машину, он собирает каждый день наличку. Много налички.
И в один день, блядь, не приезжает. И что мы сделали? Ну мы заявили машину в угон. И надо же, значит, через месяц эта машина была обнаружена, значит, на одном из станций техобслуживания, что-то там. Таким образом мы нашли этого чувака. Ну, послали к нему, так сказать. Еще курьером. Да, курьер. На этот раз курьер приехал с деньгами, все нормально. Я, кстати, задам вопрос подписчикам. Как вы думаете, по сравнению с $800, которыми вот Татьяна Бакальчук влипла, на сколько долларов я влип? Кто ближе будет к той сумме, на которую я влип, того обязательно отмечу в Инстаграме и здесь отмечу. Поехали. Давайте вернемся непосредственно к бизнесу Wildberries. Как вы думаете, вот то, что такая компания стоит так дорого, это вообще справедливо? Потому что это же не производство, это не заводы, это просто продажи. Да, это особенность современного мира, который вот мне, я до сих пор не могу к этому привыкнуть. Есть тому физический принцип. Значит, компании типа Amazon, типа AliExpress, типа Wildberries, да, они имеют очень много заказов каждый день, миллионы. Да? И в год у них накапливается такое количество данных про людей, их поведение, их заказы, какие товары, какие продукты и так далее, что это создает феноменальный дейтинг-актив, то есть актив данные. То есть это не торговля и продажа, это данные про людей, их стиль жизни, их привычки и так далее. Этот актив позволяет строить гигантские следующие системы, добавлять в этот супермаркет другие товары, на ранней стадии смотреть, что надо производить, чтобы еще больше там зарабатывать. Вот именно поэтому инвесторы во всем мире смотрят на подобные компании не как на торгово-дистрибуционные компании. Классические торгово-дистрибуционные компании, вот классические, они стоят очень дешево. Они никому сейчас не нужны, потому что они будут испытывать жесточайшую конкуренцию как раз от вот таких вот больших дигитальных систем. Более того, эта дигитальная система, Wildberries, имея информацию о всех и вся, предлагает стать кокпитом, то есть инфраструктурой для организации малого бизнеса. Джек Ма в Китае говорит так: многие считают AliExpress e-commerce платформой. Однако это не так. Многие очень сильно удивятся, когда увидят, что вся мировая торговля будет организована и устроена по-другому, уже в скором времени. Если раньше мировая торговля и трансграничные вещи были организованы так, что очень много субъектов что-то там договаривались между собой, делали взаиморасчеты, используя банки, другие организации, да, то сейчас в Китае платформа AliExpress, она внутри себя содержит и кокпиты для малых и средних компаний, и расчеты, и университет для подготовки предпринимателей, людей. То есть транзакционные издержки совершенно другие, они сильно меньше. А связи коммуникационные, они прямее. Вот Wildberries — это фундаментально построенный так называемый первый этаж для реализации подобной модели в России. Wildberries не единственная платформа в России подобная. Почему такой успех именно у них? Что им позволило быть первыми? Мироздание 5 лет назад в России показало очень отчетливую проблему, что логистические потоки в России, Почта России и всякие вот эти, способность доставлять, я знаю, товар, продукт, одежду, там что-то до этого, то есть последняя миля, то, что называется, она, грубо говоря, либо отсутствует, либо очень плохо настроена. Поэтому Wildberries сперва построил 2000 точек выдачи и систему пополнения этих точек выдачи. Потом было 3000, потом 4, потом 5, потом 7 и так далее. Да? Если сейчас посмотреть на карту точек выдачи, это абсолютно доминирующая система точек выдачи с соответствующей логистической системой провайдинга. Логистика.
поставка, последняя миля. В каждой деревне. Но беда-то заключается в том, что сельские магазины, сельмаги тогда закрывались пачками. Вот они закрывались и все. А точки выдачи Wildberries открывались. Это так называемый reverse тренд, то есть обратный тренд, когда, смотри, что-то происходит, усыхание, инфраструктура идет, а кто-то в этот момент восполняет инфраструктуру. В этот момент он и становится инфраструктурной нишей. Он занимает инфраструктурную нишу, инфраструктурным слоем. Все. И сейчас это статус-кво. Какое будущее ждет эту компанию? Может быть, это выход на IPO, может быть, еще какой-то рост ее стоимости, захват международного рынка. Что вы спрогнозировали? Я условно скажу так, вот если они выйдут на IPO, на биржу и так далее, эта компания будет стоить, при вменяемом менеджменте, конечно, при реализации всех этих возможностей очень дорого. Поэтому оценка нынешней Wildberries 10 миллиардов превратится в 100 миллиардов через 5-7 лет, 10. Поэтому если кто-то меня спросит, куда бы я обратил внимание, какие бы акции покупал, я бы купил акции Wildberries. Пока их нет. Их нет, к сожалению, но если они будут, я первый, кто куплю эти акции. Ну что, ребят, вы посмотрели этот феноменальный пример, да? Давайте сделаем так. Если вам формат такой заходит, и мы увидим под этим видео 10 тысяч лайков, то я буду разбирать и другие бизнесы, смотря которые ты тоже научишься создать дизайн привычек такой, чтобы тебе нравилось, что с тобой происходит. Поехали.